Добрый день! Сегодня мы поговорим о таком важном заболевании, как гайморит. Гайморит – это воспаление придаточной пазухи носа, гайморовой пазухи, которое возникает как осложнение острого ринита или других инфекционных заболеваний, как дифтерия, скарлатина или грипп. Гайморит составляет 55-75% всех заболеваний придаточных пазух носа. Как свидетельствует статистика, частота заболеваемости в России составляет 10-12 случаев на 100 человек населения. Это примерно 12% населения России. Если перевести эту частоту заболевания на численность населения России, то получается, переболели или болеют гайморитом порядка 18 миллионов человек. Это довольно-таки серьезная цифра. По данным исследований, осложнения в виде гайморита преследуют до 90% людей, болеющих острым насморком. Заболеваемостью гайморитом подвержены все слои населения, но наиболее часто это люди молодого, трудоспособного возраста. С чем это связано? Большие перегрузки на работе, сложность записи к профильным специалистам создают условия, когда пациенты начинают заниматься самолечением. Надо отметить, что в последнее время выросло значительное количество аллергических заболеваний, которые также способствуют хронизации и учащению острых форм гайморита. Еще одной причиной является общее снижение иммунитета населения, неконтролируемый прием антибактериальных препаратов, а также иммуномодулирующих препаратов и неполноценное лечение зубов верхней челюсти. Из моих наблюдений и наблюдений моих коллег в последнее время мы отмечаем возрастающее число хронических форм гайморита, особенно аллергических и адентогенных. Большинству людей свойственно не очень внимательное отношение к своему здоровью. Поэтому в начале заболевания, когда появляются первые признаки насморка, мы думаем, что само собой пройдет. Идем в аптеку, покупаем капли, которые нам рекомендует фармацевт, и начинаем лечение. И редко кто обращается к профильному специалисту. В этот момент мы не замечаем, что обычный насморк потихонечку перерастает в одну из форм гайморитов. Но надо отметить, что лекарственные препараты, которые обычно рекламируются или даются нам в аптеке, имеют временный эффект. Патогенетический, то есть на причину заболевания, они не действуют. Процесс может продолжаться дальше и приводить к хронизации заболевания. Гайморова пазуха не единственная в черепе человека, но она самая большая. Объемом она достигает до 15-20 кубических сантиметров и развивается полноценно в возрасте 15-20 лет. Кроме гайморовых пазух у человека есть парные лобные, клиновидные и клетки решетчатого лабиринта. До конца точного назначения придаточных пазух носа не определено. Существует несколько теорий, что они несут защитную функцию. Это дополнительная очистка, согревание, обеззараживание поступающего воздуха. Резонаторную функцию, полетность голоса, амортизационную функцию, то есть функцию, смягчающую давление на зубочелюстную систему, и как защита головного мозга при фронтальной травме. Как показали исследования, в 70% случаев причиной возникновения гайморитов являются гемофилус инфлюенса и стрептококкус пневмонии. Это микроорганизм. Во всех остальных, то есть 30% случаев, гаймориты вызываются вирусами и другой микробной флорой. Давайте рассмотрим механизм возникновения гайморита. Первое – это сужение соустья. Второе – затруднение отделения секрета из пазухи. И третье – это отек слизистой. Первым и наиболее важным фактором развития гайморита является нарушение проходимости естественного соустья пазухи и ее вентиляции. Блоку соустья соответствуют такие факторы, как отек слизистой, анатомические аномалии развития, инородные тела гайморовой пазухи. Застой продуктов секреции, понижение парциального давления кислорода являются благоприятными факторами для развития воспаления.
Второй фактор – это нарушение транспортировки слизи, вырабатываемой гайморовой пазухой, что приводит к разрастанию колодием бактерий. Назначение слизи гайморовой пазухи – это впитывание микрочастиц бактерий вдыхаемого воздуха, а в дальнейшем вывод его в полость носа и носоглотку. Обычная частота биения ресничек 700 ударов в минуту, понижается до 300 в минуту и менее. Замедление происходит в результате воздействия вирусов, бактерий и аллергенов. Механизм транспортировки секрета нарушается, что приводит к возникновению воспаления. Третий фактор – это патологическое воздействие на стенки пазухи неудаленного секрета с разросшимися колониями бактерий, что является благоприятной средой для дальнейшего развития воспаления. Об анатомических аномалиях мы поговорим позже, когда будем разбирать причины возникновения гайморитов. Так какие же формы гайморитов бывают? Существует много классификаций гайморитов. Если кратко, то гаймориты делятся. По причине это инфекционные, аллергические и травматические. По механизму возникновения гаймориты бывают гематогенные, назальные, адентогенные и травматические. По остроте течения гаймориты бывают легкие, средней тяжести и тяжелые. И по длительности течения гаймориты делятся на острые, это до 12 недель, хронические более 12 недель, и рецидивирующие. Это 2-4 обострения в год. На основе моего 30-летнего опыта я могу сказать, что наиболее часто встречаются инфекционные и аллергические формы гайморитов. Так как же отличить острый гайморит от банального насморка? Насморк, то есть ринит, это синдром воспаления слизистой носа, а гайморит – это синдром воспаления слизистой гайморовой пазухи. Так как же понять, что у вас начался гайморит? Есть основные симптомы, которые возникают при заболевании гайморитом. Первый – это головная боль. Второй симптом, немаловажный, это длительная непроходящая заложенность носа. Снижение обоняния возникает не у многих пациентов, но тоже является одним из симптомов начинающегося или обострения хронического гайморита. Надо отметить, что длительный непроходящий кашель, связанный с затеком слизи из носоглотки, также может быть проявлением острого гайморита. Также это обильная слизистая или гнойная отделяемая из носа, боли в области проекции верхнечелюстных или гайморовых пазух, необъяснимые боли в зубах верхней челюсти при видимой сохранности зубов, а также могут возникать отеки нижнего века или щеки. Из своего опыта могу сказать, что наиболее частыми симптомами, на которые надо обратить внимание, являются головная боль, длительная непроходящая заложенность носа и слизисто-гнойная, отделяемая из носа. У меня был такой случай, когда пожилой пациент длительное время наблюдался у невролога с непроходящей головной болью. Сделанный снимок выявил, что у больного есть затемнение гайморовой пазухи, но никаких других жалоб или симптомов при осмотре не было обнаружено. Нос у пациента хорошо дышал, у него было прекрасное обоняние, никакого затруднения носового дыхания и выделения не было. Проведенная пункция выявила значительное количество гнойного отделяемого из пазуха. И та головная боль, которая мучила его несколько лет, прошла сразу же после пункции. Итак, мы видим, что гаймориты могут протекать по разному сценарию. Не обязательно должны быть все симптомы. Бывает минимальное количество симптомов, а воспаление довольно-таки серьезное. И только опытный специалист и правильная проведенная диагностика и лечение могут помочь пациенту. В большинстве случаев для постановки диагноза острый гайморит достаточно бывает общего осмотра и опроса пациентов. Но существует ряд дополнительных исследований, которые играют иногда решающую роль в постановке диагноза. Это диафаноскопия, то есть просвечивание гайморовой пазухи с помощью света, ультразвуковое исследование на содержимое в гайморовой пазухе, рентгенография придаточных пазух носа. И, конечно, золотым стандартом исследования является компьютерная томография. Наиболее информативным методом исследований на данный момент является компьютерная томография. Обычный рентген придаточных пазух носа несет приблизительно 50-70% информации. На них не видно полноценно лобных пазух, тяжело просматриваются клиновидные пазухи и клетки решетчатого лабиринта. В моей практике был довольно-таки интересный случай, когда ко мне обратился молодой человек с кашлем после консультации пульмонолога. Кашель его
преследовал на протяжении нескольких лет. Обычное стандартное исследование, которое рекомендуют сделать пульмонологи, это рентген придаточных пазух носа. На рентгене мы увидели небольшое затемнение в области левой гайморовой пазухи, и в принципе, ничего особенного. Это часто встречается у практически здоровых людей. Но мы решили дополнить исследование компьютерной томографии, чтобы убедиться, что наверняка все стороны пазух носа и гайморовой пазухи. Все хорошо. При исследовании выяснилось, что в области корня пятого зуба верхней челюсти существует небольшое воспаление, а корень контактирует со слизистой гайморовой пазухи, которая в связи с этим воспалением выделяет большое количество слизи. Слизь поступала в полость носа, стекала по носоглотке и вызывала кашель, который пациент лечил на протяжении нескольких лет у пульмонолога. Простое удаление зуба привело к излечению заболевания. О чем это говорит? Это говорит о том, что, я повторяюсь, золотым стандартом исследования придаточных пазух носа, сейчас мы говорим о гайморовой пазухе, является все же компьютерная томография. Причин возникновения гайморита много. Это может быть полип, который расположен в среднем носовом ходу, там, где выход гайморовой пазухи, и выход, естественно, блокируется. Отсюда нарушение вентиляции. Это может быть искривленная носовая перегородка, которая приводит к тому, что поток воздуха идет неравномерно, и пазуха плохо вентилируется. Это может быть кариозные зубы верхней челюсти, при том, что, видимо, они здоровы, а в области корня зуба, который граничит с пазухой, идет воспаление. Это может быть инородные тела, такие как пломбировочный материал после депульпирования зуба, опять же, верхней челюсти. И в каждом отдельном случае есть своя диагностика и свои методики лечения. Истинную причину диагноза может установить только высокопрофессиональный доктор с применением современного оборудования. Но что же будет, если не лечить гайморит? Есть три варианта. Первый, самый хороший, это выздоровление. Второй – хронизация процесса. И что редко бывает, но все-таки и до сих пор встречается, это серьезное осложнение со стороны рядом расположенных органов. Надо отметить, что 75% воспалений орбиты глаза связано с заболеваниями придаточных пазух носа, а именно гайморовой пазухи. Такие осложнения, как флегмона орбиты, абсцесс орбиты, тромбоз вены орбиты, а также внутричерепные осложнения, как абсцесс и менингит, абсцесс мозга и менингит, встречаются редко, но до сих пор имеют место быть. Длительно нелеченный процесс в гайморовой пазухе может привести к хроническому отеку, в дальнейшем структурной перестройке слизистой, что приводит к блоку соустья, затруднению оттока слизи с пазухи и, как следствие, хронизации процесса. В этих случаях консервативное лечение не всегда уже бывает эффективно, и нам приходится прибегать к хирургическому лечению. А это уже более серьезные временные и финансовые затраты. На этом все. Всего доброго. До свидания. Одонтогенный гайморит – это воспаление гайморовой пазухи, причиной которого является больной зуб. Я принципиально буду говорить про гайморит, хотя воспалительный процесс может распространяться и на лобную пазуху, и на решетчатые пазухи, и на основную пазуху, но эти синуситы являются вторичными. То есть как бы продолжением одонтогенного гайморита. Хотя изначально одонтогенное воспаление рождается в гайморовой пазухе. Ну и для того, чтобы вам было проще и понятно воспринимать ту информацию, о которой я вам буду говорить, как обычно, давайте разберем анатомию. Гайморовая пазуха или верхнечелюстная пазуха, или верхнечелюстной синус, кому как нравится, находится в верхней челюсти, поэтому она и называется верхнечелюстная пазуха. Это некая костная полость, внутри она выстлана слизистой оболочкой, имеет соустье, через которое сообщается с полостью носа. Но в нижних отделах
гайморовая пазуха граничит с альвеолярным отростком. Это часть кости верхней челюсти, в которой, как ячейки, фиксированы корни зубов. Нас в первую очередь интересуют такие зубы верхней челюсти. Это 4-й зуб, 5-й зуб, 6-й зуб и 7-й зуб. В основном вот эти зубы, они находятся в непосредственной тесной близости, в тесном контакте, как бы впритык к дну гайморовой пазухи. И причем они, если мы представим, что это дно гайморовой пазухи, а это зуб с корнями, то корешки зуба вплотную подходят к дну гайморовой пазухи, причем настолько плотно, что даже видно на компьютерной томограмме, что разделяет очень тоненькая костная пластинка толщиной в миллиметр. Она является, конечно, неким барьером, некой преградой, но, тем не менее, вот эта близость зубов с гайморовой пазухой является основной предпосылкой к дальнейшим развитиям одонтогенных гайморитов. Но бывает и другая анатомическая ситуация, когда корни зуба проникают в гайморовую пазуху. Это абсолютно нормальное явление. Если зубы здоровые, ничего в этом плохого нет. Это просто вариант норм, вариант анатомии. Хотя это не очень хорошо, потому что если зуб воспаляется, то этот очаг инфекции, он легко распространяется в гайморовую пазуху. Ну, вот мы и подошли к тому, почему развивается одонтогенный гайморит. Для того, чтобы развиться одонтогенному гаймориту, необходимо воспаление зуба, либо ткани вокруг зуба, то есть ячейки, в которой зуб находится, либо наличие грануляции на корне зуба. Это является как бы основной предпосылкой, толчком для развития одонтогенного гайморита. И контактным путем, либо гематогенным путем через кровь, через вены инфекция распространяется в пазуху. Конечно, в данной ситуации более перспективное распространение инфекции как раз в том случае, когда я вам только что рассказывал, что зуб находится корнями своими в гайморовой пазухе. В данной ситуации инфекция легко проникает в пазуху. Но даже если у нас зуб не контактирует с гайморовой пазухой, находится в ближайшей близости, все равно это такие анатомические условия для легкого проникновения инфекции. Чем опасно это воспаление? На самом деле одонтогенный гайморит относится к довольно серьезным заболеваниям. Это довольно-таки агрессивный гайморит. И почему? Дело в том, что одонтогенный гайморит развивается при участии анаэробной инфекции. Анаэробная инфекция – это необычные стафилококки, стрептококки, которые вы видите в мазках в анализах из полости носа или зева. Это микробы, которые развиваются, размножаются, живут в среде бедной, объединенной кислородом или в среде с отсутствием кислорода. Это очень агрессивная инфекция, и воспалительный процесс очень злой. Поэтому если при таких гайморитах развиваются какие-то внутричерепные осложнения, мы о них поговорим позже, смотрите обязательно следующий ролик. Так вот, эти внутричерепные осложнения обусловлены одонтогенным гайморитом и анаэробной инфекцией, они протекают очень свирепо и с плохим прогнозом. Ну и в рамках нашей темы об одонтогенном гайморите еще хотелось бы затронуть такое неприятное явление, как свищ, ороантральный свищ. Как он возникает? Ну, давайте опять коснемся анатомии, чтобы было все понятно. Как я уже говорил чуть ранее, те анатомические варианты, когда, вот опять же представим, что это дно пазухи, гайморовой пазухи, когда корни зуба проникают в гайморовую пазуху, когда зуб здоровый, это абсолютно нормальное явление, но если вам суждено удалять этот зуб, то когда этот зуб удаляют, образуется дырка между гайморовой пазухой и полостью рта.
называется ороантральный свищ. Антрум – это пещера, это пазуха. Ороантральный свищ, то есть свищ, который соединяет пазуху и полость рта. Это плохое явление, потому что инфекция, которая находилась вокруг зуба, одонтогенная анаэробная инфекция, она проникает в гайморовую пазуху. Инфекция полости рта, ее там очень много, и она тоже плохая, она проникает в гайморовую пазуху, частички пищи, слюны, все это попадает в гайморовую пазуху, и молниеносно через 2-3 дня развивается одонтогенный гайморит. Поэтому я вам дам очень важный совет. Если вам предстоит такая манипуляция по удалению зуба, чаще всего это касается 5, 6, 7 зубов верхней челюсти. Как раз таки вероятность того, что их корни будут проникать в гайморовую пазуху, выше всего. Если вам предстоит по стоматологическим показаниям удалять этот зуб, то нужно перед этой манипуляцией обязательно провести диагностику. Называется это компьютерная томограмма верхней челюсти с прицелом на альвеолярный отросток верхней челюсти, с прицелом на корни зубов. Что это дает? Вы уже перед этой процедурой знаете, или врач, который вам опишет эту томограмму, или стоматологу, когда вы покажете. В общем, доктор будет знать о том, что у вас корни зуба находятся в гайморовой пазухе. И если вы этого не сделаете, а часто сами стоматологи не назначают это исследование, потому что стоматолог смотрит на зуб со стороны зуба, а лор-врач смотрит на зуб со стороны пазухи. Поэтому нас, лор-врачей, конечно, это в первую очередь беспокоит, и я поэтому вам рекомендую делать компьютер-томограмму. Но если вам не назначат, и вы пойдете на это удаление зуба, а окажется, что у вас как раз такой вариант анатомии, что корни зуба проникают в пазуху, вам выдернут этот зуб, и через 3-4 дня такой пациент поступает в больницу уже с одонтогенным гайморитом. И проблема еще и в том, что такой свищ уже, когда запустился воспалительный процесс, вылечить будет очень сложно, потому что сам по себе воспалительный процесс повреждает ткань. Гной, который находится в гайморовой пазухе, он ферментирует, лизирует, расплавляет края свища, и таким образом свищ не может сомкнуться и зарасти самостоятельно. Такому пациенту в будущем придется делать операцию по иссечению свища и пластики. Поэтому, если вдруг рассмотрим такой вариант, вы знаете, что у вас корни проникают в пазуху, про это знает стоматолог, то стоматолог после удаления зуба сразу же проводит необходимые манипуляции для того, чтобы предотвратить образование свища. То есть он заложит материал, проведет пластику, ушьет, закроет рану, и свищ будет ликвидирован сразу же после удаления зуба. Свищ фактически не разовьется. То есть это отверстие будет закрыто моментально, свища не будет, гайморита одонтогенного не будет, и вы избежите кучу проблем и неприятных ощущений. Ну и теперь о диагностике. Диагностика одонтогенного гайморита очень простая, потому что есть некий набор характерных признаков, по которым четко можно определить, что это одонтогенный гайморит. Первое. Кариозные зубы в полости рта. Это уже наводит врача на мысль о том, что здесь одонтогенный гайморит. Второе. Зловонный гной. Если такому пациенту проводить пункцию и промывать пазуху, запах очень такой стойкий, запах тухлых яиц. И это еще одно напоминание о том, что это очень агрессивная инфекция. Ну и сами пациенты на этапе диагностики, обращаясь к врачу, указывают на то, что они высмаркивают гной с неприятным запахом. Это уже наводит на мысль о том, что здесь анаэробная инфекция. Анаэробная инфекция где может быть? Только при одонтогенном процессе. Третий признак – это болезненность этого зуба, хотя этот признак может быть не всегда, но тем не менее на это нужно обращать внимание. Ну а далее идут признаки обычного гайморита, когда появляется заложенность носа, головная боль, головокружение или боли в области пазухи во время наклонов, интоксикация.
Теперь давайте поговорим о лечении. Вот в данном разделе я принципиально не буду давать каких-то советов по поводу медикаментов. И объясню почему. Дело в том, что заболевание очень серьезное. И для того, чтобы избежать самолечения и развития внутричерепных осложнений, я вам сразу посоветую обращаться к врачу, наверное, в первую очередь к лор-врачу. Дело в том, что, еще раз напомню, внутричерепные осложнения такого гайморита очень коварны, опасны и имеют очень плохой прогноз, вплоть до летального исхода. Поэтому, если вы обнаружили у себя признаки адентогенного гайморита, вам срочно нужно обращаться к двум врачам. Это лор-врач и стоматолог. В какой последовательности нужно определять непосредственно в индивидуальном порядке, потому что гаймориты разные, но лучше, чтобы эту последовательность определил лор-врач. Поэтому первый врач, к которому вам стоит обратиться, это должен быть лор-врач. Во-первых, для того, чтобы дренировать пазуху, для того, чтобы очистить пазуху от этого гноя. Нужно это для того, чтобы избежать риска развития внутричерепных осложнений. Затем или одновременно обратиться к стоматологу и решать проблему с зубом. И, наконец, обратно нужно обратиться к лор-врачу для того, чтобы долечить ваш гайморит, потому что гайморит сразу не пройдет. Даже после пролечивания зуба нужно еще некоторое время заниматься пазухой, чтобы окончательно, основательно вылечить ваш гайморит.